Boran al Bora. Amcamı öldürdü Süleyman Baybarsı. Kaçın! Bora sen ne yaptın anne? Sen ne yaptın? Sürekli hayatını içe sayıyorsun. Bu artık gerçekten bana haksızlık Cihan. Ona olan sevgime haksızlık. Ben kalbimde seninle evliyim. Resmi olarak da böyle kalsın istiyorum. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на мой канал. Не забудьте подписаться, чтобы получать уведомления о новых видео. Когда судья отказывает в разводе Алии и Джихану, это становится огромным разочарованием для Садаката. Адвокат обвиняет Эрола в некомпетентности, и Кая с Нари уводит его. Затем Али спрашивает Эрола, знал ли он, что не разведется с ними. Эрол объясняет: я знал, но то, что я ему скажу, никого не убедит, поэтому я сделал это, чтобы они увидели. Когда они возвращаются в особняк, Баран спрашивает, что случилось, и Джихан зовет его наверх, чтобы поговорить. Когда Баран спрашивает, почему кольца на твоем пальце, Садакат отвечает, что судья не дал развода. Когда Баран спрашивает, почему, Алья объясняет, потому что это не соответствует предыдущему делу. Он рассказывает, что Алья ранее подавала на развод с Джиханом. Когда Баран говорит: дай мне удостоверение личности, я уведу у тебя жену, а затем ругает Джихана, Кая злится и защищает Джихана, а Баран нападает на него. Алия говорит: я хочу, чтобы ты получил удостоверение личности, чтобы мы могли развестись прямо сейчас. Когда Баран настаивает на разговоре с Надимом и просит свидетеля, который подтвердит, что он не убивал Сулеймана, Джихан звонит Надиму, но Надим в Сирии. Баран приходит в ярость, узнав, что не может поговорить с Надимом. Садакат просит его потерпеть еще несколько дней. Когда Нари возвращается к Шахину и объясняет, что Джихан и Али не развелись, все, включая Фидан, в восторге. Фидан говорит: я так рада, что Джихан обрел свою жизнь благодаря этой женщине. Пока Денис развлекается с Алей и Джиханом, катаясь на велосипеде в саду особняка, приходит Баран и рассказывает ей о давнем воспоминании. Денис, похоже, все равно, и она говорит Джихану: папа, давай еще раз. Позже, когда он спрашивает Алю: ты разве не замужем за моим отцом Бараном, Аля отвечает: да, я замужем за твоим отцом Джиханом. Когда Денис немного отходит, Баран злится и говорит: молодец, обманываешь ребенка. Джихан заставляет его замолчать, здесь не место, где ребенок должен это слышать. Приходит Ипек, они обсуждают свою свадьбу с Каей, и Кая с Ипеком покидают особняк. Аля собирается ехать в больницу, когда становится ясно, что Джихан ее заберет. Баран спрашивает: зачем ты ее на этот раз забираешь? Он подталкивает Алю. По дороге Аля и Джихан обсуждают свой прошлый бракоразводный процесс. Оба рады, что им не удалось развестись. Однако они говорят, что Баран создаст гораздо больше проблем, и что у них никогда не было легких времен. Когда Баран охвачен гневом, к нему подходит Садакат и говорит, чтобы он не упоминал о разводе Джихана и Алии. Баран стоит один, когда входит Вургун, и зовет его в комнату поговорить. Когда Баран входит, он говорит, что к нему подошел маленький мальчик. Он говорит, что тот убежал, говоря: передай это Барану Альборе. Он достает из сумки телефон, и в этот момент звонит. Баран отвечает, и это Экмел. Экмел пытается поговорить с Бараном, но Баран отказывается разговаривать и огрызается. Когда Садакат входит и спрашивает: почему ты здесь, Баран и Вургун молчат. Джихан устраивает все необходимое для Зеррин, дает ей паспорт и говорит, что вы поедете во Франкфурт на свадьбу Каи, но не рассказывает об этом Денис. Зеррин прощается с Алей и Джиханом и выходит из комнаты Алей. Оставшись наедине с Алей, Джихан говорит: в нашей семье нет счастливой любви. Пока Аля одевается в своей комнате, внезапно врывается Баран, и Аля реагирует. Увидев его, Баран говорит ему уйти, и Баран злится еще сильнее. Когда выйдет Джихан, обращайтесь с Бараном как с человеком. Он не просто останется с вашим сыном, но и Аля тоже останется. Он злится и говорит, что вы не можете войти без стука.
Когда Баран настаивает остаться с Денис, Аля говорит: «Я целый год делала все возможное, чтобы моему сыну было хорошо со мной. Спроси меня, что я сделала, чтобы ему было хорошо. Теперь я не уйду». Когда Баран настаивает остаться с Денис, Джихан злится: «Ты будешь продолжать говорить мне одно и то же и обращаться со мной как с мужчиной». Денис входит и спрашивает: «Что ты здесь делаешь?» Джихан отвечает: «Твой отец хочет посмотреть твою комнату. Пойдем, покажи мне свою комнату, давай проведем время вместе». Денис говорит Барану: «Пойдем, папа», и отводит его в свою комнату. Когда подходит Ипек, Кая говорит, что она хорошо учится и будет на поминках по Кае, потому что ей скоро вручат памятную доску. Садакат говорит: «Жаль, что она не была первой». Кая отвечает: «Зерен была первой». В этот момент Садакат поперхнулась водой и чуть не задохнулась. Начинается церемония вручения наградной доски. Кая приходит с семьей Ипек и Зерен. Принимая награду, Ипек объявляет в своей речи, что завтра выйдет замуж за Каю. Зерен произносит трогательную речь о том, как черпает силы в своем ребенке и, приземлившись, обнимает свою мать Фидан. Увидев, как Кая и Зерен обмениваются взглядами, Ипек подходит к Кае, берет ее за руку и говорит: «Давай поздравим их». Они подходят к Зерен и поздравляют ее. Зерен поздравляет Каю, и Ипек говорит: «Будьте счастливы», и крепко обнимает Ипек, словно прощаясь. Когда Зерен и ее семья уходят, появляется Демир, извиняется за то, что не смог ее догнать, и вручает ей букет цветов. Аля, не выспавшись, заваривает себе травяной чай. Джихан приходит и говорит, что ей тоже не спится. Когда Джихан спрашивает, как Денис, Аля отвечает, что Денис подозревает их: «Почему ты не спишь с моим отцом? Ты расстроена?» «Я задержалась, потому что он опаздывал на встречу». Джихан и Алья мило беседуют, когда появляется Баран и прерывает их. Когда старик приходит и сообщает, что женщина из соседней деревни ждет у двери, чтобы родить, Алья и Джихан убегают. Когда мужчина, вошедший в дверь, объясняет, что его невестка пыталась родить с акушеркой в деревне, но ее состояние серьезное, и просит о помощи, Алья тут же собирается уйти с Джиханом. Баран в очередном приступе ревности резко кричит на Джихана, спрашивая, почему он ее забирает. Как раз в этот момент появляется Алья, он говорит: «Роды не могут ждать, можно нам, пожалуйста, уйти», и они покидают особняк. Когда Баран говорит, что тоже пойдет, Садакат его успокаивает. На самом деле это сюрприз от Алии на день рождения Джихана. Присутствуют все, кроме Барана и Садаката. Джихан очень удивлен и счастлив, он говорит: «Я впервые в жизни задую праздничный торт». По просьбе Алии он загадывает желание и задувает свечи, а все обнимаются и поздравляют Джихана. Когда старик спрашивает, что ты загадал, Джихан смотрит Алье в глаза и говорит: «Я сохраню его». Кая дарит старику сас, и начинается веселье. Старик начинает играть и петь, они танцуют и подпевают. Когда все возвращаются в особняк, Садакат встречает его у дверей. Когда Кая спрашивает, где ты был, мы с Ипек празднуем это событие. Малышка Алья здорова, но роды прошли с небольшими трудностями. Уммю Ханем объясняет, что они пошли навестить ее мать. Аля и Джихан обмениваются долгими взглядами, направляясь в свои комнаты. Садакат замечает их разговор, и Джихан спрашивает, что случилось, мама, после чего идет в свою комнату. Аля звонит Джихану, говорит, что ее удивление еще не закончилось, и рассказывает, как найти подарок, который она ему купила. Когда Джихан находит свой подарок, Аля спрашивает, нравится ли он ей. Джихан не отвечает. Джихан подходит к Алие и говорит: «Тебе нужно сначала надеть его, чтобы понять, понравится ли мне». Аля объясняет значение символов на браслете и надевает его на запястье Джихана. Джихан говорит, что браслет ему очень нравится, это лучший подарок в моей жизни, и добавляет: «Несмотря ни на что, я буду любить тебя всю оставшуюся жизнь». Аля отвечает: «Я тоже буду любить тебя всю оставшуюся жизнь». Они сближаются, почти готовые поцеловаться. Аля желает спокойной ночи. Джихан улыбается и говорит: «Хорошо, спокойной ночи», и возвращается в свою комнату.
Утром в особняке царит свадебная суета, но когда Каи нет на площади, Джихан заходит к нему в комнату и видит, что Каю совершенно пьяна. Кая расстроилась, когда Зерин сказала ему идти, быть счастливым и жениться, поэтому она сообщает ему, что выходит замуж. Зерин делает последнее приготовление к отъезду, забирая с собой все, что у нее есть, связанное с Каей. Выходя из комнаты, Зерин показывает Демиру игрушку, которую купила ему, и говорит: «Я думала, он будет играть с ней, будь то мальчик или девочка». Зерин говорит: «Я пойду к маме и вернусь вечером». Демир отвечает: «Хорошо, но я заберу тебя вечером». Зерин соглашается. Пока Кая, опустошенная, готовится к свадьбе, Зерин и Фидан обнимаются и прощаются. Входит Шахин и говорит: «Пора уходить, пока не прилетел мой отец». Денис получает известие, что Зерин садится в самолет. Особняк переполнен гостями на свадьбе. Пока Кая нервничает в своей комнате, к ней приходят Джихан, Алья и Наря. Тем временем Кая говорит: «Я знала, что будет тяжело, но не думала, что настолько». Ипек слышит это у двери. Джихан и Алья сталкиваются друг с другом на выходе. Ипек убегает, а Джихан следует за ней. Ипек: «Я так сильно его любила». Джихан: «Я думала, что смогу заставить его забыть Зерин, но не получилось». Может быть, он и смог бы. Но когда Джихан говорит: «Да, я могла бы сказать тебе то, что ты хотела услышать, но ты бы этого не сделал». Невозможно быть счастливым, когда Кая тебя не любит. Это не однобоко. Кая любила Зерин, сколько себя помнит. Она несколько раз пыталась сдаться, но не получилось. Если хочешь знать мое мнение, она будет любить Зерин до самой смерти. «Я скажу тебе еще одну правду», — говорит она. Глядя Алье в глаза, она говорит: «Тебе нужно знать эту правду, ребенок в утробе Зерин от Каи». Ипек испытывает сильнейший шок в своей жизни. Когда Кая спрашивает, знает ли она, Джихан объясняет, что они не могут сказать, что не знают. Как только Джихан говорит Ипек: «Решение твое, пусть оно будет твоим», появляются мать Ипек и Садакат, сообщая, что их ждет распорядитель церемонии бракосочетания. Пока Кая размышляет о своем обручальном кольце в своей комнате, появляется Джихан и сообщает ей, что распорядитель церемонии прибыл. Зерин приезжает в аэропорт с матерью и братом, они крепко обнимаются и прощаются. Демир паникует, когда Экмель и Зерин входят в аэропорт. Экмель догоняет Демира, когда тот проходит через билетную кассу. Демир говорит ей не уходить, но Зерин быстро убегает. Когда Зерин уходит, Демир кричит на Фидан и Шахина: «Ты ответишь за это». Затем он говорит: «Даже если ты уедешь в Германию, на другой конец света, я тебя найду, а не Демир». Когда Ипек идет к Кае на свадьбу, они стреляют в воздух. Затем отец подводит Ипек к Кае, сжимает ее руки и говорит: «Я поручаю тебя ему». Затем они садятся за стол, чтобы пожениться. Начинается свадебная церемония, и Баран украдкой наблюдает за ней со стороны. Когда Ипек спрашивает: «Ты берешь Каю в жены?», Ипек не может ответить. Они встречаются взглядами с Каей, и взгляд Ипек расширяется. Все, особенно Кая, в шоке. Ипек в слезах говорит Кае, что не выйдет за него замуж, и выходит из-за стола. Ипек садится в машину и уезжает, ее семья следует за ней. Кая молчит, а Джихан говорит ей: «Все». После того, как все гости разошлись, Садакат спрашивает Каю, как это произошло: «Ты что-нибудь говорила этой девушке?» Кая отвечает: «Я ничего не сделала. Я не знаю, почему она встала и ушла». Джихан говорит: «Эта девушка, ясно мыслив, сдалась. Она не хотела провести всю жизнь с тем, кто ее не любил». После ухода Каи Джихан говорит: «Если бы Кая сказала «нет», началась бы война. Хватит, не дави на меня». Кая говорит: «Все было хорошо, было тяжело, но я была в порядке, я не понимаю, что произошло». Джихан говорит: «Я сказала правду». Когда Кая спрашивает, в чем правда, Джихан отвечает: «Ребенок в утробе Зерин твой». Кая спрашивает: «Зерин мне солгала». Кая злится: «Почему ты мне не сказала?» Когда Али пытается объяснить, что мы с Зерин не хотели говорить ради безопасности ребенка, они обе пытаются объясниться.
Кая приходит в ярость. «Я сейчас заберу Зерин», а Нари объясняет: «Подожди, Зерин уехала в Германию». Кая снова в шоке и спрашивает, что она там будет делать одна с ребенком в утробе. Джихан звонит Шахину и спрашивает, летала ли Зерин. Когда Демир спрашивает, слышали ли они что-нибудь, Шахин отвечает, что летала и видела, как Зерин улетает. Джихан придумывает другой план: «Давай позвоним Зерин сейчас, она в Германии». Затем он забирает старушку Зерин из аэропорта и привозит ее в незнакомый дом к Фидан Ханем и Шахину. Когда Кая узнает, что она не уехала, она радостно плачет: «Я стану отцом». Затем он взволнованно говорит: «Пойдем к Зерин». Джихан отвечает: «Успокойся, ты в компании, мы пойдем и посмотрим». Когда Кая начинает кричать: «Я стану отцом», Джиханы успокаивают его. Зерин и Фидан, не подозревая об этом плане, ошеломлены. Шахин говорит, что так и должно было быть, чтобы все выглядело убедительно. Баран поднимает вопрос, спрашивая, почему Денис нет за столом, а затем чувствует себя неловко из-за того, что Денис обедает с прислугой особняка. Джихан говорит: «Если ты действительно хочешь нарушить покой ребенка, можешь пойти к ним». Баран отвечает: «Я не буду есть за одним столом с прислугой». Джихан резко отвечает: «Они не прислуга, а ветераны, которым я доверяю свою жизнь». Когда старик сообщает Джихану и Алие, что их пригласили на обряд обрезания, Баран резко отвечает: «Я его не отпущу». Джихан отметает мысль о том, что Алия обо всем заботилась о детях и заботилась о них, когда они болели. Алия просто отвечает: «Конечно, я пойду». Затем сначала Алия, затем Джихан и, наконец, Кая встают из-за стола и уходят. Баран встает из-за стола и уходит. Садакат Ханем остается одна за столом, плачет и просит Уммю Ханем убрать пролитое: «Дочка моя». Аля ложится в постель с Денизом, смотрит на Джихана и говорит ему, чтобы он ложился, но Джихан отказывается. Возбужденная Кая приходит и пытается забраться к Зерин. Фидан Ханем предупреждает ее не подходить ближе, чем на метр, и перечисляет несколько условий. Шахин говорит: «Давай, мама, впусти ребенка». Когда Кая и Зерин спорят, Зерин говорит, что свадьба с Ипек не состоялась. Когда Кая спрашивает, почему она узнала об этом последней, Зерин отвечает: «Я очень хотела, но не узнала. Я должна была защитить тебя и нашего ребенка». Кая называет Зерин нашей малышкой и гладит ее живот, после чего обе расплакались и крепко обнялись. Фидан Ханем и все остальные наблюдают за их воссоединением. Фидан Ханем спрашивает Каю, что я сказала. «Не приближаться». Тетя Кая отвечает: «Я ее очень люблю, она носит моего ребенка». Фидан говорит: «То, что ребенок твой, не значит, что ты можешь сразу забрать девочку, но я все еще в шоке». Джихан говорит Кае: «Иди сюда, тетя, теперь ты будешь делать все, что он скажет. Понимаешь? Будет тяжело, тебе придется набраться терпения, но посмотрим, что мы сделаем». Кая и Зерин смеются. Когда Кая уходит, она говорит: «Позвони мне, если что-нибудь понадобится». Джихан отвечает: «Не звони мне», и они уходят. Демир велит им звонить Зерин везде, чтобы он мог немедленно заказать билеты во Франкфурт. Аля готовится к церемонии обрезания, и пока она ждет Джихана, Баран подходит к ней и спрашивает, готова ли она к церемонии обрезания или к Джихану. Он уводит Алью прочь со словами: «Ты не пойдешь». У Алии падает ожерелье. Увидев фотографии внутри, она пытается выхватить его из рук Алии. Джихан подходит и отталкивает Барана. Джихан берет Алью и уходит. Баран в гневе уходит в свою комнату и вымещает свое раздражение на вещах. Во время массовой церемонии обрезания Джихан и Али раздают игрушки детям, проходящим обрезание, подбадривая их, и постоянно выражают свою привязанность друг к другу взглядами. Баран хватает куртку из комнаты и незаметно покидает особняк. По настоянию мальчиков, проходящих обрезание, Алья и Джихан присоединяются к тете. Демир Экмель и Надим наблюдают издалека. Садакат Ханем тронута, видя, как счастливы ее дети. Баран, придя на свадьбу и увидев, как Джихан и Али танцуют халай, улыбаясь друг другу, теряет контроль и бросается в самый центр халая.
Садакат бросается к барану, но баран отрывает руку Альи с криком: «Ты не можешь играть с Джиханом на этой площади. Ты моя жена, баран, жена Альбора». Демир и Надим ошеломлены, а Экмель не реагирует. Джихан и баран обмениваются гневными взглядами, а баран крепко держит Алью за руку. На этом мы завершаем очередной анализ. Вы можете поделиться своим мнением в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть новые видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.